Рассмотрим порядок создания групп, слоев и работу с ними. Что такое группа? Группа – это способ упорядочить связанные элементы в области рисования. Группа – это объект, который содержит другие объекты. Алгоритм создания такой группы. С помощью инструмента «Выбрать» выбираем объекты, какие мы хотим включить в группу. После этого открываем «Правка» и выбираем команду «Группа». Синенькая рамочка вокруг этих объектов показывает то, что они превратились в единое целое. Теперь обратите внимание, когда мы выбираем один объект, выбираются сразу все объекты, которые входят в эту группу. И дальше работать с этой группой мы можем как с единым объектом. Видите, я перемещаю все вместе, да, все объекты вместе. Дальше вариант может быть второй. Выбираем опять элементы, какие мы хотим включить в группу. Открываем правой клавишей контекстное меню и выбираем «Создать группу». Опять же появляется синенькая рамочка, которая указывает на то, что два объекта превратились у нас в один объект. Вот у нас есть одна группа и есть вторая группа. Вот две группы. Может возникнуть необходимость редактировать группу. Для этой цели необходимо выбрать один из элементов, который входит в эту группу. Вот я по нему щелкнул дважды, и далее я могу с ним работать. Например, я могу щелкнуть два раза по контуру и дальше поменять форму этого объекта. Когда я закончил редактирование, нужно дважды щелкнуть за пределами группы, и обратно превратится объект в исходное состояние. При этом группа как была целой, так и она остается. То есть я выполнил операцию редактирования объекта, входящего в группу. Если группа больше не нужна, мы можем выделить эту группу и в правой клавише открыть контекстное меню и выбрать «Разгруппировать». При этом что произошло? Каждый объект стал единым, не единым, а отдельным объектом. Уже не входит он в состав группы. Точно так же здесь разгруппировать. И теперь все эти объекты стали отдельными объектами. Теперь второй вопрос. Слои. Значит, в Layout слои позволяют управлять объектами на страницах документов следующим образом. Для управления в лотке по умолчанию есть раздел, который называется «Слои». По умолчанию здесь имеется два слоя. Один для размеров и второй слой, он называется «Общий». Слои бывают двух видов: обычные и общие. Чем они отличаются? Обычные слои позволяют копировать видимость документа. Если мы их используем, то надо помещать объект в соответствующий слой. А общие слои отражают содержимое на каждой странице. То есть, что это имеется в виду? Вот у меня здесь слой один, вот это обычный. Второй слой, он в виде таких двух страничек показывает, две странички расположены. Это значит, что этот слой является общим. То есть объект, который расположен на этом слое, будет у нас располагаться на всех страницах документа. Значит, я создал вторую страничку. Нажму «Страницы», на странице, далее, и вот у меня открылась вторая страничка. На этой страничке ничего нет. Теперь я вернусь назад, и открылась у меня исходная страничка. Значит, в моем документе две странички. Затем создам новый слой. Ну, чтобы создать его, я щелкну здесь плюсик, появляется слой, вот он назван 3.
Я могу его выделить правой клавишей, нажать переименовать. И я его назову так, желтый. Создам еще один слой. И его переименую. Назову его серый. Серый. Щелкну. Все. Обратите внимание, что вот у меня есть 4 слоя, и там, где серый, там есть карандашик стоит. Красный карандашик, он указывает на то, что этот слой является активным. То есть объекты, которые лежат на этом слое, они в данный момент активны. Дальше, как добавить или переместить содержимое на слой? Выберу объект. Дальше щелкну правой клавишей и выбираю команду «Переместить на слой желтый». Дальше выбираю объект правой клавишей «Переместить на слой желтый». Объект правой клавишей «Переместить на слой желтый». Ну, я этим ограничусь. Затем выбираю группу «Переместить на слой серый». Выбираю объект «Переместить на слой серый». Значит, у меня появилось что? Два слоя, серый и желтый, на которых находятся различные группы. Теперь давайте посмотрим, что делается на второй страничке. Ничего, да? Возвращаемся назад. Теперь преобразуем страничку желтый в общую страничку. Для этого я щелкну по символу странички. И превратилась страничка, видите, опять в такую двойную страничку. Страничку двойную. Посмотрим опять то, что у меня делается на второй страничке. И вот обратите внимание, что я сделал слой желтый, его сделал чем? С общим слоем, и те объекты, которые на первой страничке лежали, они здесь и тоже появились. Это удобно. Например, документ многостраничный, и мы можем, скажем, логотип сделать и сразу его поместить на все странички. Или то общее, или фон общий. В общем, все, что есть общее, мы сразу можем его разместить. Дальше вернемся назад. Что еще позволяет делать странички? Странички позволяют выполнять операцию что? Блокирование и скрытие. Значит, я заблокирую слой, например, желтый. И теперь посмотрите, я не могу выбрать объект, вот этот, который лежит на желтой страничке, и ничего не могу с ним сделать. Это тоже удобно, чтобы случайно не произвести какие-то манипуляции. Открываю замочек. Я могу сделать вторую операцию. Например, на этой страничке закрыть желтый. А теперь посмотрим, что будет делаться на второй страничке. А на второй он будет, да, слой открыт на второй страничке. И обратите внимание, вот эти слои, которые здесь есть в лотке, это слои относятся уже сейчас, раз открыта вторая страничка, они относятся к второй. И вот на второй страничке слой желтый открыт. Я его сейчас закрою. И теперь вернусь обратно на первую страничку. И здесь его нет. Здесь желтый заблокирован, закрыт. Я его открыл, здесь он появился. То есть тоже мы такую манипуляцию можем выполнять. Ну и мы можем, конечно же, выбрать слой желтый и, нажав минус, его удалить. И предупреждение говорит о том, что удалить объекты на этом слое или переместить его на слой вторая страничка. Удалить. Все, удалились. И их здесь нет. Давайте посмотрим, что делается на второй страничке. На второй страничке его тоже нет. Вот так работают слои. Очень удобный и полезный инструмент. Необходимо следить за тем, ну или в принципе это можно располагать объекты и позже на разных слоях для управления всем объектом.